Приветствую! Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. В прошлом выпуске мы начали разбор замечательного сериала «Спартак». Сегодня мы продолжим перемывать ему косточки. Итак, третий сезон. Война проклятых. События первых сезонов разворачивались столь неспешно, что поневоле верилось, у сериала огромное будущее. Ведь рабское восстание длилось 2 года, наполненных сражениями, интригами и прочим эпиком. Но, увы, Макентайр уже показал, что роль Спартака он вытянуть не в состоянии. Возможно, именно поэтому было решено впихнуть всю оставшуюся историю в последние 10 серий. И это не могло сказаться на сериале благоприятно. Разумеется, он ощутимо добавил в размахе. Создатели не поскупились на масштабные декорации и не менее масштабные сражения. Визуальная часть, можно сказать, достигла своего апогея и местами выглядит не хуже полнометражных блокбастеров современности. Но если первые сезоны вели неторопливое и обстоятельное повествование едва ли не по дням, то последний сезон отметился скомканностью. Пропали важнейшие сражения и полководцы, события были вырваны из контекста и перепутаны, а реальные исторические личности были брошены в миксер и перемешаны, как бог на душу положит. Понять, куда шел Спартак, зачем, где произошла та или иная битва, очень сложно, даже зная историю. Итак, Спартак продолжает свое восстание и куда-то идет. К нему присоединяются толпы народа, и число восставших растет. Правда, среди боеспособных людей все больше немощного балласта, с которым приходится мириться, да еще и кормить. Кроме того, Спартак внезапно пересмотрел свои взгляды в отношении римлян и теперь требует, чтобы к пленным относились гуманно. То есть их тоже надо кормить. Это не нравится бывшим рабам и его ближайшим соратникам, что становится причиной конфликтов. А тем временем из Рима выдвигается грозный и хитроумный противник. Недостатки, связанные с лагерем восставших, почти полностью перешли из прошлого сезона. Немеренная крутизна Спартака, эпичные похождения баб-воительниц и переизбыток боевых гомосеков. Только теперь это все раздуто до непомерных масштабов. О чем можно говорить, если Криксу и Ганнику, расколовшим армию Спартака, уделено меньше внимания, чем любовным переживаниям пиндосеров? Я люблю. Противостоит восставшим Марк Лициний Крас со своей командой. И именно с лагерем римлян связано главное разочарование этого сезона. Нет, с самим Красом все в порядке. По большому счету он чуть ли не единственный римлянин, который и вправду внушает уважение. Крас и на самом деле был одним из достойнейших людей своего времени, незаслуженно облитый потом помоями. Мерзости начинаются с его выдуманного сценаристами сыночка, Тиберия, малолетнего дегенерата-содомита с наполеоновской манией величия. И снова старая песня о главном. Неплохого человека превращают в свинорылого урода люди, которые его окружают. Только ни с Батиатом, ни с Глабром Тиберия не сравнить. Все, чем занимается эта слабохарактерная рохля, строящая из себя крутого перца, это тупит. Но даже с ним можно было бы смириться, если бы не главный слив сезона. Гай Юлий Цезарь. Величайший человек своего времени, гениальный полководец, умнейший политик и т.д. и т.п. Каким его показали здесь? Ганник стал раздолбаем, пляжным блондинчиком, да еще и редкой степени извращенцем. Этот персонаж не лишен определенного шарма, однако к настоящему Цезарю отношения не имеет.
У него нет нужной предусмотрительности и сдержанности, да и как воин он, елки-палки, так себе не очень, сам думать не научен и только бегает украса на побегушках. Но даже этого авторам сериала было мало, и они сделали то, что черти им на том свете еще вспомнят. Эти скоты трахнули Цезаря в жопу. Садитесь. Спасибо, я постою. Гражданин судья, а он не может сесть. Причем на эту хренотень еще и завязан сюжет. Так или иначе, это не помешало сериалу прийти к грандиознейшему, эпичнейшему финалу, где в полной мере проявилась та черта сериала, которая ни разу его не подвела. Я имею в виду зрелищный и качественный экшен. Глядя на него, очень обидно, что сериал завершили вот так и вдруг. С другой стороны, без харизматичного Спартака у фильма попросту не было будущего. Хотя нельзя не признать, что к третьему сезону Макинтайр набрал форму и стал играть лучше. А в последней серии вообще выложился на все 100. Настолько эмоционально сильный финал – это не в последнюю очередь его заслуга. Однако дело не только в Спартаке. Чем дольше шел сериал, тем больше было в нем недостатков, сюжетных самоповторов и просто разной фигни. И возможно, такой финал – это наименьшее из зол. Ведь мановением сценарной ручки к 6-му сезону из «Спартака» могли сделать гомосека, а из «Прости Господи Цезаря» негритянку-трансвестита. «Спартак» вроде бы и сериал исторический, но много ли в нем осталось от этой истории? К чести создателей фильма, ко многому они отнеслись уважительно. Видно, что сценаристы копались в первоисточниках и даже слушались консультантов, ибо пытались показать на экране даже то, что показать там непросто. Например, римские пороки тех времен. Нет, это вовсе не жестокость, не массовые оргии и даже не содомия, а неуемная алчность и честолюбие. И мы их видим, как в Батиате, Глабре и их чешуйчатых супругах, так и в Цезаре и даже, в Содомите Тиберии. Авторы ответственно подошли к происхождению Спартака. Их версия не высосана из пальца, а скомбинирована из разных данных. Даже жену-пророчицу они не придумали, пусть в первоисточнике никто ее не похищал. Толково воссоздано восстание, изображены ключевые личности и события. Спартак, Крикс, Эномай и Ганник со стороны гладиаторов. Правда, вместо каста всплыл левый гомосек Агрон. Причем некий каст в сериале тоже есть. Негр, пират и да, гомосек. А что, кто-то еще удивляется? Со стороны римлян показаны Батиат, Глабр, Вариний и, разумеется, Крас. К счастью, натурал. Это не считая фигур, играющих эпизодические роли. Там еще тот исторический винегрет. Воссоздан побег гладиаторов. То, как они поначалу почти безнаказанно наводили шок и трепет на местное население. Выдвижение на них Глабра, причем даже показано, что Клавдий использовал всяческий наемный сброд. Отход Спартака к Везувию, эпичный спуск на виноградных лозах и экстерминатус римлян. Поход Краса, да и его личность, наверное. Взятие Спартаком римского города, тамошние отжиги бывших рабов. Переговоры с киликийскими пиратами, их предательство. Проход через Крассофров, пусть по первоисточникам в качестве стройматериалов трупы и не использовались. Но и, разумеется, финальный бой, в котором Спартак и правда отжигал не по-детски. Как, впрочем, и все восставшие, что вынуждены были отметить даже римляне, несмотря на лютую ненависть к мятежным рабам. Все это так. Но, к сожалению, в «Спартаке» не обошлось без вымысла, путаницы и откровенного вранья. Как в датах и фактах, так в личностях и событиях. Но обо всем по порядку. Лентул Батиат, несмотря на все розовые мечты, сенатором не мог стать в принципе. Человеку его профессии и происхождения путь в Сенат был заказан. Стать ланистой означало навлечь на себя бесчестие. Относились к ним так же, как, например, к сутенерам. Батиат покупает 6 рабов за 100 динариев, хотя реальная цена одного была от 300 до 500 уе.
Заявлено, что гладиатор Барка был очевидцем падения Карфагена. Но это чушь, ибо Карфаген раскатали катками аж за 70 лет до восстания Спартака. Салоний говорит, что новая арена Капуи затмит римский Колизей. Но до его строительства почти 150 лет. И этим словом его назовут гораздо позже, в 8 веке нашей эры. До этого времени сооружение будет известно как амфитеатр Флавиев. Сама арена Капуи была выстроена за чертой города, а не в нем самом. Причем по обычаям того времени мужчины и женщины должны были сидеть раздельно. Оранжевая или зеленая одежда для мужчины считалась противоестественной. Тунику носили так, чтобы спереди она спускалась чуть пониже колен, а сзади доходила до коленного сгиба. Гомосячество в республике, мягко говоря, не приветствовалось, считалось преступлением и грозило огроменным таким штрафаком. На определенном этапе истории за мужеложство даже казнили. Посему никаких сосущихся мужиков в сериале быть не должно в принципе, а за такие шуточки над Цезарем Тиберия могли отправить прям за своим гомо-дружком, палками по кумполу огребать. Выжившая Лукреция внезапно становится гаруспиком. А ведь для того, чтобы им стать, нужно было быть жрецом, да еще и пройти специальное обучение. Причем предсказания гаруспиков должны были быть удостоверены решением Сената. Здесь, разумеется, этого и близко нет. Такое впечатление, что гадать по потрохам в Риме мог вообще любой деревенский дурачок. Клавдий Глабр, главный враг Спартака на протяжении 2 сезонов, в истории известен лишь проигрышем битвы у Везувия. Причем претор Варений вступил в противостояние уже после того, как Глабра слили. Крикс погиб еще до того, как Крас вступил в борьбу. Его разбил консул Гелий. Да и Рима не было на горизонте, ибо до него оставались еще сотни километров. Причем претор Арий, якобы командующий последним легионом, защищающим Рим, как раз и убил Крикса в бою. Да и вообще, в сериале не показаны важнейшие битвы. Раскол между Спартаком с одной стороны и Кастом и Ганником с другой. Самому Спартаку приписан излишний гуманизм. Например, он обещает запретить гладиаторские битвы между пленными римлянами. Только на самом деле сам Спартак замутил такой массовый скирмиш недогладиаторов, что рекорд смог побить только Гай Юлий Цезарь, и то через много-много лет в пору своего величия. Крас и правда провел децимацию, то есть казнь каждого 10-го по жребию. Да, действительно, на те годы она уже давно не применялась. И да, Крас ее провел, потому что римляне трусливо свалили с поля боя. Он и вправду хотел сделать так, чтобы солдаты боялись его больше, чем Спартака. Только наказан был вовсе никакой не Тиберий, а Мумий. Причем децимация коснулась как минимум 500 человек, а не 50. Никакого Тиберия не было в принципе. У Краса на самом деле было 2 сына, но с другими именами. И разумеется, никто из них с армией Спартака не рубился, потому что мама этих малолеток на войну бы ни за что не отпустила. Who dare cross the Avengers? И вот Крас выговаривает Тиберию за то, что его воины бежали. Мол, теперь их нужно за это наказать. В реале же казнили и просто за невыполнение приказа. В 340 году до нашей эры римский консул Тит Манлий казнил своего сына за то, что тот вступил в бой без приказа. И это несмотря на то, что Манлий-младший победил лидера вражеского отряда. А тут мало того, что Тиберий нарушил приказ и просрал схватку, так еще и говорит, что может попросить папашу отмазать от казни своего голубоватого дружка. А ведь децимация касалась всех, невзирая на ранги и должности. Линия Краса и правда была выстроена, но суть ее была в том, чтобы запереть армию Спартака на Регийском полуострове, а не раздавить между молотом и наковальней. Кстати, действие происходит в солнечной Италии, а декорации 3-го сезона просто удивительно холодные и мрачные. Регулярно идет снег, несмотря на стандартные плюс 14, плюс 17 зимой на юге Италии.
Ладно, допустим горы, но снова все признаки указывают, что американские ребята зиму видели только на картинках. Избирательный склероз в отношении пара изо рта и красных носов, которые появляются только в очень лютый мороз. И, разумеется, повальная голожопость как римлян, так и повстанцев. Как будто если ты шкурку на плечи накинешь, то все, у голой жопы от холода иммунитет. Непонятно, откуда всплыл Юлий Цезарь. Участвовал ли он в подавлении восстания Спартака, неизвестно. В лучшем случае Цезарь занимался подготовкой новобранцев и скорее был приписан к армии Помпея. Кстати, в последней серии Крас говорит о триумвирате с Помпеем. Причем Цезарь не понимает, нахрена Крас отдал тому победу. И правильно. В действительности Крас и Помпей были соперниками, а первый триумвират появится лишь спустя 11 лет, благодаря именно Цезарю, сумевшему Помпея и Краса примирить. А на момент сериальных событий Крас должен просто срать кирпичами, ибо шел буквально на все, лишь бы подавить восстание Спартака до возвращения Помпея из Испании. Причем, несмотря на шапкозакидательские письма Помпея, роль Краса таки была признана главной. А еще непонятно, нахрена в сериальном триумвирате нужен сериальный Цезарь, который, считай, был только шавкой на побегушках. Тупо для компании, что ли? Ты что делаешь? Что? Третьим будешь? Что? Иди домой! Что? Не меньше вопросов возникает по военной части. Например, стремена появятся только через несколько веков и вызовут настоящую революцию в стратегии и тактике ведения войны. Лорика сегмента – это доспех, который является визитной карточкой Рима, только времен империи, а не республики. По самым оптимистичным данным, этот доспех появится лет через 40 после восстания Спартака. На тот же момент самой популярной броней была лорика хамата, кольчужный доспех. Лорику мускулата, древнеримский панцирь анатомической формы, носили исключительно высшие офицеры, а тут в них буценаторы, которые самые что ни на есть офицеры младшего звена. Причем сами лорики мускулата внезапно оказываются кожаными вместо металлических. И вот в них Цезарь с Красом и идут в бой, как бараны. Были ли вообще кожаные кирасы? Само собой. Только их делали толстыми и жесткими. А та, что снимает Тиберий, защитит разве что от деревянного меча. Короткие и широкие гладиусы снова визитная карточка имперского Рима. В сериале носят именно их, причем почти все поголовно. Однако во времена республики хождение имел совершенно другой меч. Так называемый испанский гладиус, который был гораздо длиннее, примерно соответствуя мечу мировингов. В битвах многие вещи откровенно режут глаз. Например, массовое потрошение римлян, облаченных в лорики сегмента обычными гладиусами и копьями. А ведь нехилый ламинарный доспех коротким мечом пробить почти нереально. Римляне вообще ведут себя очень странно. Вместо того, чтобы командовать, их командиры горцуют в первых рядах. Центурионов нет в принципе. В качестве метательного оружия у римлян только катапульты, баллисты и пара-тройка обычных копий. Луки используют только повстанцы, а пилумов нет вообще. The backbone to the Roman legion. Close the distance and kill. Поэтому эпизод, где легионеры стоят и ждут, как бараны, пока бывшие рабы не зажгут и не скатят на них какую-то хренотень, выглядит ну уж совсем по-идиотски. Впрочем, римляне отыгрываются стелс-пехотой. В, по идее, трагический момент, когда армию Крикса окружают орды врагов, на самом деле хочется ржать. Так сказать, Годзилла с Кинг-Конгом подкрались незаметно. Ну и восставшие. Удивляет их тотальное нежелание использовать в бою не гладиаторские, а нормальные доспехи, закрывающие не только конечности, но и торс.
Но больше всего косяков в отображении гладиаторов. Кто же они такие и в чем суть? Гладиаторы делятся на несколько типов. Мурмелон, Демахер, Фракиец, Гопломах и так далее. Для каждого четко определены оружие и броня. Например, если на арену выходит Фракиец, то у него две высокие поножи, маника, маленький щит, шлем с изображением грифона, а в качестве оружия сика. Ну и так далее, по каждому типу гладиаторов. Что же мы видим здесь? Первый бой Спартака на арене. Вот этот чел вроде бы Мурмелон, однако носит две высокие поножи вместо одной короткой и к тому же обладает какими-то примитивными набедренниками. Затем на арене появляются сразу трое гладиаторов. Первый Гопломах, но без обмоток на бедрах. Второй ретиарий с сетью и трезубцем, почему-то в кожаных штанах и с двумя высокими поножами. Хотя, по идее, кроме наплечника на левой руке, у него ничего не должно быть. Ну и третий фрик имеет шлем от секутора, поножи и наручи непонятно от кого, и как венец безумия у этого урода в руках топор. Сам Спартак к середине сезона стал и вовсе щеголять в кирасе, хотя у Демахера в качестве защиты были только обмотки. Но и это еще не все. Поверх кирасы он носит наградные бляхи Центуриона, причем не только на груди, но и на спине. А ведь традиция носить медали на груди пошла именно с тех времен. Иными словами, почти в каждой схватке есть косяк с отображением реального типа гладиаторов. Шлем от греков, поножи от Гопломаха, меч от фракийцев, щит от секутора, штаны вообще непонятно от кого. К тому же сценаристы снова напортачили с эпохой. Ретиарий появится гораздо позже, на заре империи, ну и так далее. Спартак великолепен. Да, он сдал ко второй половине, но не пал рожей в грязь. Несмотря на недостатки, сливы и исторические неточности, он остается одним из лучших сериалов современности. А в жанре исторического экшена так вообще самым лучшим. Авторы ответственно подошли к анализу первоисточников, пусть и нагло местами их переврали. «Спартак» был, есть и будет сериалом историческим, пусть по нему учить историю и нельзя. Его можно поставить в один ряд с другим замечательным фильмом «Римом». Там тоже был отличный сценарий, классные актеры и уважительное отношение к истории. Разумеется, намного более уважительное, но и вранья там тоже хватало с избытком, как бы там разные дятлы не утверждали обратное. Спартак обладает ровно теми же достоинствами, зато в нем есть и то, чем Рим радовал очень редко или не радовал вообще. Динамичные битвы и кровопролитные поединки. Другими словами, если в Риме был только хлеб, то в Спартаке есть и хлеб, и зрелища. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте